От пациента. Симптомов никаких, проблем тоже. После планового обследования настояли на КТ. Хочу узнать второе мнение. Консультативное заключение по представленным КТ-томограммам пациента 1953 года рождения. Дата исследования 18 марта 2020 года. Область исследования органы грудной клетки. При мультиспиральной компьютерной томографии с использованием реконструкции в сагитальной, аксиальной и фронтальных плоскостях, построением трехмерной реконструкции органов грудной клетки. Пневматизация верхней доли левого легкого снижена. Верхний долевой бронх компримирован за счет массивного мягкотканной инфильтрации аксиальным размером 40 на 26 мм, вертикальным до 105 мм. Инфильтрация распространяется от корня легкого до костальной превры, верхушки левого легкого. Перилимфатическое распространение преимущественно по С1, в меньшей степени по С2, С3. Распространение инфильтрации вдоль косой плевры. В корне левого легкого выявлены единичные кальцификаты диаметром до 5 мм. Единичный кальцификат в С6 слева. Справа в С4 определяется включение размером 38 на 30 на 23 мм. В центре полость распада размером 12 на 13 на 16 мм. Справа в С10 выявлено мягкотканное включение с характерным мультицентричным контуром, признаками инвазивного роста в окружающую легочную ткань размером 20 на 17 на 18 мм, нативной плотностью до плюс 18 плюс 32 Хаунсфилда. Пневматизация легочной ткани неравномерно повышена до минус 920 минус 940 Хаунсфилда за счет явления центролибулярной эмфиземы. На верхушке правого легкого немногочисленные булы диаметром до 22 мм, слева до 9 мм. Ход и проходимость трахеи, главных и справа долевых сегментарных бронхов не нарушены. Средостение не смещено, несколько расширено. Внутригрудные лимфатические узлы увеличены. Паратрахеальный больше слева размером до 24 на 22 мм. Перебронхиальный до 25 на 23 мм. Бифуркационный до 22 на 26 мм. Жидкости в плевральных полостях не выявлено. Костных травматических и деструктивных изменений не определяется. Сердце аорта без особенностей. Диаметр легочных артерий 28 мм справа, 26 мм слева. Подмышечные лимфатические узлы не увеличены. В заключение, рентген-архив не представлен. КТ-картина более характерна для инфильтративного туберкулеза верхней доли левого легкого. Менее вероятно перебронхиальное образование ВДБ. Полости распада в средней доли правого легкого. Периферического образования нижней доли правого легкого на фоне выраженной лимфаденопатии средостения, хронической обструктивной болезни легкого, легочной гипертензии. Рекомендована консультация онколога, фтизиатра. Ассистент кафедры КМН фото МА. Комментарий врача-рентгенолога. Ситуация у вас, конечно же, сложная. Такие вещи тяжело описывать без рентгенологического архива, без контрастирования. У вас достаточно грубое поражение верхней доли левого легкого. Скорее всего, это инфильтративный туберкулез. Но практически так же может выглядеть и рак легкого, который распространяется вдоль бронха. Здесь нужна бронхоскопия. В средней доле правого легкого у вас включение с полостью распада, что более характерно для туберкулеза. А вот в нижней доле правого легкого достаточно типичное образование легкого. С результатами вам нужно обратиться к онкологу и фтизиатру, выполнить бронхоскопию.